Добрый день, дорогие мои подписчики и гости канала. Сегодня хочу вам показать, как образовать горловину укороченными рядами. Для этого можно рассчитывать, конечно же, правильно все. Вы посчитаете, сколько вам нужно еще провязать рядов, соответственно, сколько у бабочек будет. Я делаю это сейчас вот на глаз. Первое время, да, рассчитывала. Потом иногда ошибалась. Если вы здесь оставляете меньше, что могу точно сказать, немного, то есть начинаете убавки где-то здесь, в таком случае, если вам нужна горловина округлая, нужно в таком случае оставлять примерно по 3 петли. Вы потом поймете в процессе того, как я начну показывать, вот что это значит. Если вам нужна горловина треугольная, тогда вы здесь оставляете буквально 2 или 1 петлю и начинаете уже убавки с этого места по 1 петле, и тогда у вас будет треугольник. Если же вам нужна круглая, вам, соответственно, нужно побольше здесь оставлять. Если будете слишком часто закрывать, то есть по 1 петле будет, получается, она слишком быстро будет подниматься. Вы должны это учитывать. Чтобы более округлые, значит, здесь нужно будет оставлять по несколько петель первые. И потом уже, чтобы быстрее поднималась, по 1 петле нужно будет закрывать. Я отсчитала количество петель, необходимое мне для плечевых срезов с правой и с левой стороны. И вот в этом промежутке я буду формировать горловину. Соответственно, значит, эти петли после маркеров мы не трогаем. Мне нужна высота еще, которую мне нужно будет этих плеч провязать, около 5 сантиметров. Как я выяснила, для моего изделия мне нужно около 5 сантиметров. Я высчитываю, сколько это будет примерно рядов. Соответственно, это будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 рядов это будет. Соответственно, 9 убавок, поскольку убавки будут через ряд. Значит, мы отсчитываем для этого по 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, образованные вот убавки будут вот где-то вот таким образом проходить. Вот так. Мы начинаем провязывать это плечо, довязываем до маркера, и дальше я показываю, как убавляем. Значит, вот довязали мы до маркера. Это у нас плечо. Эти петли мы не трогаем совсем. Значит, далее мы провязываем до зеленого маркера, соответственно. Не довязываю я 1 петлю. Это как раз то, о чем я вам говорила, для плавного, скажем так, убавления петель. Сейчас это будет убавка 2 петель одновременно. Вот мы не довязали до маркера 1 петлю. Разворачиваем сейчас. Вот она, 1 петля у нас перед маркером на правой спице. Мы переносим последнюю с левой петли на правую спицу и подтягиваем вот таким образом. Получается, что предыдущая петля из нижнего ряда вытягивается в 2 вот такие ножки. Они должны образоваться. Вот таким образом это выглядит. И далее провязываем с левой спицы все остальные петли до конца ряда. В следующем ряду мы разворачиваем вязание и снова вяжем до розового маркера. И там встретимся, я покажу, как мы действуем далее. Я довязала до розового маркера. Это срез плечевой. Мы с ним ничего не делаем. Перекидываем маркер и продолжаем вязать вот до того места, где мы петлю... Помните, вот она. Вот так вот она выглядит сейчас. Это 1 петля, просто 2 дужки, которые мы подтянули. Мы довязали до этого места, переворачиваем наше вязание. Соответственно, видите сейчас, что у нас 2 петли на правой находятся. Вот это 1 петля, 2 дужки. Вот так она выглядит. Последняя провязанная петля, мы ее снимаем. Теперь мы по 1 петле убавляем. Точно так же мы 2 дужечки
получаем вот таким подтягиванием. И далее провязываем дальше. По рисунку, по вашему, я по своему. Опять до конца ряда мы довязываем, переворачиваем вязание, вяжем на лицевой стороне точно так же до розового маркера. Мы довязали. Снова до розового маркера перекидываю его. Напоминаю, что это плечевой срез, мы ничего здесь не убавляем, соответственно. И вяжем далее до убавок. Которые сразу же вот убавочки должны. И внимательно. Вот мы провязали. И снова мы, вот они, эти петельки, которые мы подтягивали. Вот одна петля, это вторая петля. Это одна петля из предыдущих рядов, подтянутая, вот, которые образовали две дужки. Снова вы увидите эти петли, поэтому не перестарайтесь, скажем так. Значит, снова мы снимаем, снова подтягиваем точно так же и провязываем далее по рисунку. Снова изнаночный ряд мы заканчиваем. Переворачиваем вязание, переходим на лицевой и снова вяжем до маркера розового. Таким образом мы будем убавлять до тех пор, пока мы не подойдем к розовому маркеру, то есть до наших плечевых срезов. Снова я подошла к розовому маркеру, снова же мы его перекидываем и продолжаем вязание по рисунку до наших убавок. Так, раз, два, три. Вот они уже, вот еще одна петля. Вот наши убавочки, видите, вот первые две петли мы вместе их убавляли. Вот следующие, которые по одной в ряду. Переворачиваем наше вязание. Значит, хочу ваше внимание обратить на то, как снять правильно. Ну, во-первых, вот здесь лучше подтянуть, чтобы прям хорошо натянута нить была. Снимаем с левой спицы петлю, подтягиваем. Надеюсь, видно все хорошо. Подтянули. Я пальцем придерживаю. Вот придерживаю пальцем и начинаю провязывать с левой спицы по рисунку все остальные петли до конца ряда. Вяжем по вашему рисунку соответственно. И снова переворачиваем на лицевую сторону. Вы провязываете до розового маркера. Снова мы на лицевой стороне. Я довязала до розового маркера. Здесь у нас плечо не трогаем. И далее мы подходим к нашим, по рисунку вяжем, подходим к нашим убавочкам. Вот мы снова к ним подошли. Вы их увидите, такие вот галочки. То есть дальше не провяжете. Вы должны знать, что вы увидите их, и все, там останавливаемся. Снова подтягиваем, пальцем придерживаем и провязываем по рисунку. Я надеюсь, что дальше-то вы справитесь. В общем-то, все по аналогии. И, значит, я вам покажу, когда мы сделаем полностью все убавки, последнюю петлю. Значит, вот последний у нас, последняя убавочка должна быть. Я дошла до розового маркера, вот наш плечевой срез. Вот еще одна петля у нас. Вот мы ее провязываем, поворачиваем, снова снимаем, подтягиваем, придерживаем пальчиком. Маркер вам не советую убирать, пока не сошьете плечевые швы. Дальше вяжем по рисунку. По рисунку довязываем до конца плечевого среза, то есть до конца ряда. Снова поворачиваете и снова вяжете до розового маркера. Дальше я показываю, как действовать. Снова довязали до розового маркера в лицевом ряду. Вот все наши убавочки. Видите? Вот они. Ровненькие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Соответственно, сейчас мы должны все эти убавочки провязать. Вот мы, видите, вот она. Это одна петля. Вот этой мы нитью их подтягивали, две дужки. Вот сейчас под них подобие подходим и провязываем. Таким же образом и следующую. Вот под обе дужки и провязали. Под обе дужки. Вот здесь внимательно не залезьте вот сюда. Это нужно провязать вот под обе дужки. Под обе дужки провязали. Под обе
провязали. Таким образом мы провязываем их все эти убавочки. Главное, правильно попадите, видите, под обе дужечки правильно попасть. Так, вот опять под обе дужечки. И та петелька, которую мы тоже снимали. Мы полностью провязываем вот этот промежуток между зелеными маркерами, где мы убавок не делали. Это середина горловины на спинке. Провязали их до конца. Так, сейчас перекидываем маркер. Значит, и теперь тоже мы вяжем полностью левую сторону до конца ряда. Потому что здесь мы будем делать все эти манипуляции, будем те же самые проводить, но на изнаночном ряду. В изнаночном ряду, правильно сказать. Поэтому сейчас вы провязываете лицевую сторону до конца ряда. Далее разворачиваете вязание, провязываете изнаночную сторону до розового маркера опять. Я довязала до розового маркера, вот перекинула его уже. Значит, вы помните, что между розовым и зеленым маркером мы делаем убавки. То есть сначала мы теперь довязываем до зеленого маркера, ближе к нему. У нас там 2 петельки, мы одновременно собирались убавлять, поэтому не довязываю я 1 петлю до маркера, для того, чтобы нам убрать одновременно 2 убавки сделать. Почему мы делаем в изнаночном, понимаете, что если в лицевом мы делали, когда мы на левой стороне делали убавки, теперь мы делаем убавки на правой стороне, поэтому только в изнаночном ряду мы приближаемся, да, к горловине. Вот мы перевернули сейчас на лицевую сторону. Также точно подтягиваем, подтянули и провязываем дальше. Соответственно, вот у нас в убавках будет 1 петля снятая и та петля, которую мы сейчас подтянули, которая у нас будет выглядеть галочкой. Далее вяжем по рисунку. Заканчиваем этот ряд, переходим на изнаночную сторону и доходим до розового маркера. Снова в изнаночном ряду я подошла к розовому маркеру, перекинула его уже. И вот мы продолжаем вязать снова до убавочек, до той галочки. Вернее, так будет выглядеть петля, которую мы подтянули в виде галочки. Вот она, вы ее увидели. Вы можете считать, в принципе, вот 1 петля, которую мы сняли, не проводя никаких манипуляций, и та петля, которую мы подтянули. Вот эти 2 петли ушли у нас в первую убавку. Переворачиваем вязание, снимаем петлю с левой спицы, подтягиваем, как мы это делали, придерживаю пальцем и продолжаем по рисунку вязать петли с левой спицы, полностью довязывая до конца лицевого ряда. Далее мы перейдем на изнаночный ряд и снова довяжем до маркера. Я не буду далее показывать. Далее мы убавляем так же, как и с левого плеча во всех рядах. Теперь уже изнаночных мы будем проводить эти манипуляции по 1 петле. То есть мы будем проводить убавки по 1 петле через ряд. То же самое, что мы делали с правой стороны горловины. То же самое мы сейчас делаем с левой. Вот, и снова до конца, до последней убавки. И далее я покажу, что мы делаем дальше. Я довязала до розового маркера в очередной раз. Значит, вот все наши убавочки. Вот они, галочки, видите? Первые мы 2 снимаем, мы 2 убавляли. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И сейчас нам нужно убавить 9. Я перекидываю маркер. Но перед этим я бы еще хотела кое-что, один нюанс разобрать. У меня, конечно, удачный вариант. Это платочная вязка, везде лицевые. Но если вы вяжете, например, лицевой гладью, каким образом это все должно происходить?
Когда вы вяжете с этой стороны, тут, то есть другую часть горловины формируете со стороны левого плеча, там не будет никаких вопросов. Вопросы могут возникнуть вот здесь. Делать вот таким образом. Мы довязываем, провязываем последнюю петлю. Провязали изнаночную, придерживаю, переворачиваю. Так, вот таким образом она у нас выглядит. Почему изнаночную лучше провязать бабушкиной петлей? Потому что в таком случае вы без проблем перевернете только вперед. Видите? Вот петля, мы ее сняли обычным способом сверху. И вперед мы ее подтянули. Те же 2 галочки, но в другую сторону. Там мы делали спереди назад, здесь сзади наперед. И точно так же провязываем все по рисунку. Тра-та-та. И пошли провязывать. Сейчас я верну все назад, потому что это не мой вариант. И теперь мой вариант. Это платочная вязка. Значит, вот последняя петля, не провязанная. Мы ее провязали. Далее снимаем, подтягиваем. Все как в прошлый раз и в позапрошлый. Провязываем по рисунку. Далее мы заканчиваем этот ряд. Провязываем до маркера. Показываю, как действовать дальше. Я провязала до розового маркера в изнаночном ряду. Это у нас изнаночный ряд. Перекидываем. Как мы действуем здесь? Вот все наши убавочки, их 9. Что мы делаем? Мы провязываем в моем случае все лицевыми подобие дужки, как я вам показывала и на другой стороне. Но если у вас изнаночные, вот, значит, как мы делаем? Мы их, главное нам определиться, что они точно так же, понимаете, вот она, петля, вот как бы она, вот она расположена. Мы точно так же подобие дужки будем провязывать, но я бы бабушкины использовала. Вот в данном случае, хотя, в принципе, можно и классические. В общем-то, наверное, это уже не важно, чем вы провязываете, чем вы считаете нужным, тем и провязывайте. Потому что дело в любом случае идет к закрытию петель. Вот, поскольку у меня это все-таки платочное, я провязываю, конечно же, лицевыми. Все вот эти петли, все вот эти убавки, все эти галочки мы подобие дужки провязываем. Еще раз напоминаю, если изнаночный, вас не должно это пугать. Вы точно так же подобие дужки провязываете изнаночную. Вот. То есть тут не принципиально, вы действуете согласно вашему рисунку. Единственное, есть разница в том, что вот где мы сейчас будем закрывать в убавках, да, мы действуем, что касается плеч, мы действуем по рисунку. Вот. Что касается убавок, в стороне убавок, вот прям где сами убавки, я стараюсь действовать не по рисунку, это либо лицевые, либо изнаночные. Ну, то есть это лицевые с лицевой стороны, изнаночные с изнаночной. Вот это середина. Мы ее тоже провязываем. Вот весь этот ряд мы просто провязываем. Для чего? Для того, чтобы нам перейти на обычные петли. Мы перешли на обычные петли. Провязав все убавки. Все убавки я стараюсь закрывать лицевыми, либо изнаночными. Либо лицевыми, либо изнаночными. Я не пытаюсь подстраиваться под рисунок. Это будет сложно. К тому же в любом случае это будет ближе уже к горловине. Вы либо будете закрывать, либо будете, что, не знаю, ложную кетлевку делать. Что-то вы будете делать в этом месте. То есть в этом месте придерживаться рисунка, вот именно вот в этих местах придерживаться рисунка, ну, я, например, не рискну. Ну, смотря какой рисунок, конечно. Вот. Поэтому старайтесь вязать либо лицевые, либо изнаночные с изнаночной стороны, либо лицевые, да, с лицевой стороны. Но, в принципе, как посчитаете нужным. А что касается плеч, тут не вопрос. Тут вы придерживаетесь рисунка.
до самого конца. Вот. Я не придерживаюсь рисунка, только что касается места от розового до розового маркера. Это сложно, особенно вот эти места убавок. Я их провязываю либо лицевыми, либо изнаночными. Опять-таки вы, естественно, что касается плеч, это рисунок. Здесь вы придерживаетесь рисунка. Мы закрыли, не закрыли, мы провязали. Провязали, вот что у нас сейчас получилось. Вот посмотрите, видите? Вот такая вот округлая у нас получилась горловина. Получились ли у нас те 5 сантиметров, сейчас мы выясним. Вот она очень аккуратная. Почему я вам сказала, чтобы вы не снимали вот эти маркеры? Именно для того, вот так смотрим. Да, получились мои 5 сантиметров. Еще мы, в общем-то, сейчас уйдет ряд на закрывание, скажем так. Вот таким образом получается округлая горловина, да? Мы сформировали. Сейчас вы закрываете тем способом, которым умеете, которым считаете нужным, которым вам удобно. В моем случае все будет сшиваться. Горловина тоже у меня будет обработана резиночкой, поэтому я закрываю обычным способом. Как обычно. Обычным классическим способом закрываю полностью край изделия. Закрываю петли. И покажу вам, что получилось, когда уже полностью закрою. Значит, вот я закрыла одно плечо. Дошла до розового маркера. Как вам говорила, лучше его не убирать. Но тогда придется сделать вот когда. Перекрепить его на последнюю петлю. Почему лучше этого не делать? Потому что очень плавный переход, вы можете не догадаться вообще, где плечо заканчивается. А высчитывать, сидеть, ну, чтобы это вам было удобнее, лучше сделать так. Вот это последняя петля на плече. Значит, сейчас закрываем дальше, продолжаем. По стороне убавок никаких изменений. Если вам единственное, вы горловину хотите как-то красиво закрыть, вы закрываете здесь уже тем способом, который вам нужен. В одном из изделий это был у меня исландский способ. То есть я закрывала исландским способом красиво. Но здесь у меня никакой дополнительной обработки не было. То есть это была уже все сформированная горловина полностью. Поскольку у меня будет здесь резинка, я продолжаю закрывать обычным классическим способом. Закрываю классическим обычным способом. То есть ничего не меняется в моих действиях. Продолжаю также. И далее, и далее. И далее я закрою полностью горловину таким образом. Я закрою плечо. То есть все полностью мы абсолютно закрываем этим способом. Вот я почти закрыла свои петли. Обычно я пользуюсь крючком. Ну, то же самое, что, в общем-то, мы делаем и спицей. Просто это побыстрее, мне кажется, и удобней. Вот. Ну, в общем-то, вот таким образом мы закрыли. Вот таким образом выглядит у нас горловина сформированная. Мы не убрали маркеры, чтобы знать, где заканчивается. Как я и говорила, вот этот переход, он не будет четким. И чтобы знать, где вам сшивать плечи, для этого мы оставили маркеры. Сейчас покажу я вам тот вариант, где горловина не обрабатывается. Далее. Это свитер, где горловина далее не обрабатывалась. Здесь я закрывала вот исландским способом. Темновато, потому что, естественно, ничего не видно. Это пряжа темная. Усветлим. Вот. Вот это закрытие. Видите? То есть это то, о чем я вам говорила, что придерживаться рисунков в закрытии сложновато. Поэтому вот видно, что здесь закрыто просто, да, лицевыми петлями. Не закрыто, а провязаны убавки лицевыми петлями. Вот. Вот таким образом вот это выглядит передняя часть.
Вот таким образом выглядит со спинки. Я считаю этот способ очень аккуратным. И он, самое главное, быстрый какой-то и беспроблемный. Все, дальнейшей обработки здесь никакой не требовалось. Я надеюсь, что вам понравился этот способ. Мне, по крайней мере, он очень нравится. Теперь я ничего другого не использую. Надеюсь, что мое видео было вам полезным. Если да, то ставьте лайки. Жду новых подписчиков. Всего доброго, Марина.